Он Джон там нунчаки там. Разогрев аудитории начался. Вот Таня, которая знает Джона, она уже знает, что скучно, наверное, не будет. Yeah, we appreciate your warming up the audience, John. Уже выключать звук. Yeah, all in one band, because you're like warming up the audience, then you do the main show, and then... Нет, не буду, ну... Тань, смотри, тебе показывает, наверное. Давай, Жень, давай на всякий случай микрофон. Таня is doing last directions for the filming. Для тех, кто не успел посмотреть, мы, наверное, попробуем показать несколько сюжетов, про которые Джон будет говорить, может быть, вот я с расшаренного экрана. Я надеюсь, что у меня получится, у меня тут файл готов. Ну и, в общем, посмотрим, как что пойдет. John, I'm saying that for those, you know, are you there? Садись, Ир, если хочешь, прямо за стол. Товарищи, всем привет! Привет! Привет, Джон, привет, Ольга, привет! О, hello! Привет! Nice to see you. I know her. Wow, this is great. У нас рабочий день, у нас просто сейчас тут... Мы тут бегаем, носимся. Да, носитесь мимо нас почаще. У вас сейчас какое-то вот сейчас интервью, да? ждем еще подключений. У нас беседа. So I'm saying that we'll try to show, we can show several excerpts. Okay. If I manage to share screen, which I'm supposed to be able to do. Нет, я просто хочу сказать, что ни Ольга, ни Джон не поменялись вообще. We haven't changed a bit. Вот вообще не изменились, не стали старше. We're no older than we were before. Yeah, they're just trying to lure me back to Sergei Posad. Okay. Вы пытаетесь его просто заманить обратно в Сергиев Посад? Да. Комплименты. Да, кстати, у Джона появились усы. Да, это карантинные усы. Это только да, они сейчас у всех. Даже у женщин бороды растут сейчас на карантине. You were saying that you have a mustache, and I'm saying it's quarantine mustache. And ladies are saying that everybody now has it. Even ladies are growing some beard with, you know. Так, ну ладно, я прощаюсь, я побежала работать дальше. Всем пока, рада видеть. Да, спасибо. Пока. All right, thanks for stopping by. Да, спасибо, что заглянула. Okay. Yeah, so the next thing, if we do another one of these things, I'm gonna shave just half of it, okay? And you had plans to dye? No, I did that. I didn't dye the hair. I dyed the mustache, and it looked really ridiculous. Да, в следующий раз, когда мы будем собираться, Джон говорит, он одну сторону стрижет, а другую оставит. See, somebody like Sergey would look handsome with a mustache. Да, вот Сергею, наверное, пошли бы усы. Because his face has a nice character to it. My face looks like it's been run over by a truck. Джон говорит, а вот Сергею бы пошло, у него такой тип лица благородный, усы пойдут, а у меня лицо, как будто меня грузовик переехал. Which is not true, we know it's early morning for you, so we appreciate your joining. No problem at all. Who's the butterfly on the bottom there? Лиза Денисова у нас под бабочкой скрывается. Do you want people to turn the video on? О, Оксана Мирошникова, я смотрю, моя коллега появилась тут. Оль. Да, добрый день. Оксана. Привет, рада видеть. Взаимно. Друзья, я не знаю, насколько у нас это помешает качеству. Может быть, вы можете включить свое видео и там как-то помахать, обозначиться, кивнуть, там, я не знаю. И всегда приятно видеть аудиторию, а не просто смотреть. Но если на вашей стороне интернет хороший, должно проблем не будет никаких. Я, честно говоря, не ручаюсь за свой интернет, но... У меня, девочки, мальчики, технический вопрос. Через 40 минут в конференцию перезаходим, да? Нет. Она оплачена, да? Она... Правильно, Иная, у нас должно быть без... Коллеги, всем добрый день. Да, конференция оплачена, поэтому мы можем разговаривать долго. Мы ограничены исключительно следующей встречей, поэтому мы должны закруглиться примерно в 17:10. Okay. So, John, this is the technical moment that we don't have to re-enter the room after 40 minutes because it's this type of account that we can talk longer. But we're limited by the next event,
with АНРИ-Медиа. So we'll have to finish about 10 minutes, after 10 your time. So we'll have an hour and a half. Okay. I don't have enough things to fill that, so Sergey's going to have to add, he will have to sing us some songs. Come on, don't confuse people. Sergey, make sure you got the guitar nearby, okay? Ну да, Джон уже шутит, что может на 1,5 часа меня и не хватит, но тогда у меня подхватит Сергей. Сергей, готовьте гитару, и чтобы она была под рукой. Но это, конечно, шутка. Джон может разговаривать, я думаю, нам что-то рассказывать. Мои журналистские истории очень долго. I heard Sergey's been practicing a bridge over troubled waters, right? Мост над неспокойной водой. Bridge over troubled waters. Знаете такую песню, Сергей? Ну, слышал, конечно. Как же. Yeah, I heard that. Maybe we should rehearse by next time, not this time like an impromptu performance. Нам, может быть... О, Володя, привет, Тамара. Здрасте. Здравствуйте. Привет, ребята, привет. John, can you see Володя? Привет, Тамара. Красноярск. I'm sorry, Olga, I'm having too much fun. What do you say? Oh, Volodya, I see him. Да, и Тамара. Наши блогеры Красноярска. Давай, не час. Покажи, что там у тебя. Танечка, отключи, пожалуйста, микрофончик свой. Да, сейчас отключаю. Спасибо. And I recognize Tatiana's cameraman. I've seen him before. He's still around. That's unbelievable. Turn off the mic. So, should we start? Иная, Вика, начинаем или еще подождем? Коллеги, давайте начинать, потому что у нас почти 60 человек зарегистрировалось. Я думаю, что люди будут подключаться или смотреть записи. Не будем терять время. Коллеги, задавайте вопросы голосом, не стесняйтесь. Главное, стараться не перебивать друг друга. Я думаю, у нас все получится. Или можно писать в чат. Или можно писать в чат. Но голосом тоже хорошо, тогда живое общение получается. Да, ну тогда Иная будет рулить, чтобы... Ну, Анастасия, здрасте. Чтобы не было как бы наслоений, да? Окей. Думаю, да. Тогда John, we're ready to start. There are more than 60 people registered, so they might keep joining, but we won't waste time waiting, so we can start now, and whoever joins. Okay, so thank you everybody for coming today. I see lots of people who I know. Спасибо за то, что вы присоединились сегодня. Я знаю. So it's sort of like a family reunion, isn't it? У нас как собрание семьи такой, да, семейный обед, правда? So if you don't mind, can we just, Olga, go across the top of the picture, let everybody introduce themselves and say one or two things about what's been happening to them while they're under this situation, okay? Да, you call them out, Oli. You call them out, okay? Иная will do that. Можно нам пройтись буквально очень быстро по всем, чтобы каждый представился и сказал одно предложение, что он делает в этот непростой период. Окей. Разрешите, я начну? Меня слышно? Ага. Я представляю компанию АНРИ-Медиа. Параллельно я вот сейчас говорю и принимаю новых наших гостей нашей конференции. Спасибо большое Джону, спасибо большое Оле, что согласились и организовали, помогли нам вот такую классную встречу. Ina is from АНРИ-Медиа, who is organizing this event, and she thanks you and everybody for joining for this dialogue. I think it might take too much time because I can't do synchronized translation to you, so it will take forever. I'm going to pretend that I understand what they're saying, okay? I'm just going to not, okay? В общем, давайте... Одна маленькая... Отключить микрофоны у тех, кто не говорит. Камеры лучше оставить, потому что Джон и Оля, и все мы будем видеть вас. Отключаем микрофоны для того, чтобы не создавать дополнительный фон. So we'll leave the video on, but Ina is asking everybody to turn the mic off. Все, я отключаю свой микрофон, передаю коллегам слово. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе. Иная, ты можешь, поскольку у всех разный порядок людей, выкликать тогда по порядку, как ты видишь на экране? Выключать микрофоны у всех? Нет, вызывать. Как бы. Вызывать. Ну, давай я, потому что я всех вижу. Сергей, скажите прям буквально 2 слова.
Ну, дорогие друзья, еще раз добрый день, я Сергей Парахин. Вот в этих условиях мы, в принципе, до недавнего времени работали, несмотря на карантин, но сейчас, к сожалению, наша организация, вот детский дом слепоглухих, перешла на такой режим вахтового метода, прошу прощения. И значительная часть педагогов, мы, к сожалению, оказались сейчас пока дома. Звоним детям, пытаемся онлайн что-то им ввести. В частности, отправляем файлы, там музыкальные, например, если мне нужно, по инструменту там что-то объяснять, вот отправляю на диктофон записанные, пытаюсь. Сергей, очень коротко, мы не успеем всех, у нас очень много людей. Вот так вот. Да, Таня под именем Алексей Волков. Так, аудио отключено. Джон, I suggest we skip that. Меня зовут Татьяна Борисова, я журналист. Извини, пожалуйста, я предлагаю эту перекличку не так устраивать, потому Оля, что все 1,5 часа это займет. Оля, у меня просьба, вы можете Джона на большой экран выводить, когда он будет говорить? Он сейчас в череде мелких экранов. Это у тебя, ты можешь включить не speaker view, а не gallery view. Посмотри в правом верхнем углу зума. Это твои настройки зумовские. Понятно, сейчас. John, sorry, I'm just interrupting everybody because it will take the whole 2 hours. Yeah, okay, I understand. Okay, so then I'm going to thank everybody for coming together like this. I didn't know I had this many friends. Спасибо большое еще раз, что пришли. Мне, к сожалению, пришлось, это мне уже, Ольге, пришлось прервать нашу перекличку, потому что очень много времени займет. Поэтому Джон сказал, я благодарю просто всех разом, что вы присоединились сегодня. Я даже не знала, сколько у меня друзей в России. But this is another example of how we are all basically fellow passengers, fellow brothers and sisters on this planet. Но это, опять же, очередной раз показывает, насколько мы все в одной лодке, пассажиры одного корабля на планете. Да, спасибо. And, you know, we're all, at this particular time, faced with very, very similar challenges. И у всех сейчас, у нас очень схожие проблемы и схожие вызовы, которые мы должны решать. So thank you for coming together, because the reality is that if we don't deal with these challenges collectively, these challenges are going to steamroll us very, very quickly. Поэтому спасибо, опять же, что вы присоединились к сегодняшнему обсуждению, потому что если мы эти все проблемы, эти все вопросы не будем решать вместе, коллективно, то по нам пройдется один большой каток. Okay, so you people who know me know that under normal circumstances I would be making jokes. I would be demonstrating how good I am with my nunchucks. I would be playing my trumpet with Sergey. I would be doing whatever I could to help us entertain ourselves. И те, кто меня знает, вы уже понимаете, что в другое какое-то время я бы сейчас вас старался развлечь, как только я могу, показывал, как я тренируюсь со своими нунчаками, как я играю на трубе, мы бы с Сергеем вместе спели и так далее. То есть постарался, чтобы нам не было скучно. But it's a really serious time, so let's have a serious talk. I don't know about you, but I've lost 2 friends, hockey friends, to this virus. Но сейчас у нас тема серьезная, времена серьезные, и, к сожалению, я должен поделиться тем, что уже 2 друзей потерял, которые умерли от ковида. Это мои друзья по хоккею, по игре в хоккей. Within my organization, we had 3 people that got sick from this. Внутри нашей организации 3 уже заболели, подхватили ковид. And in Russia, I know 1 hero doctor right now that's fighting this disease because of their courage to go to the front lines, and they got sick. И в России я знаю, тоже доктора мужественно борются на фронте. Я даже одну знаю лично, врача, которая тоже уже заражена ковидом. Друзья, отключите, пожалуйста, микрофоны все. Спасибо большое. Вот Дмитрий Пирожник. Ага, спасибо, отключил. So has anybody lost friends or family by now? Есть уже кто-то, кто потерял члена семьи или друзей в этой пандемии? Джона отключили. Подожди. John, wait. John, wait. You're muted. Unmute yourself. Itself. So I don't know.
Okay. So here in New York City, nobody can say that. Да, сейчас в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорк, уже никто не может так сказать, что нет никого, кого бы я знал, кто пострадал от ковида. Okay. And when something like this happens, especially when it's this type of unseen enemy, what do you do to fight? And what do you do, especially we're talking specifically our profession as a journalist, what can you do? Yeah, someone's actually was writing in the chat that they lost a documentary filmmaker, Alexander Radov, already to COVID. Mm-hmm. Yeah. И да, соболезнования. И вот в эти времена, когда мы все перед лицом такого какого-то невидимого врага, и непонятно, как с ним сражаться, и что мы можем сделать, и что нам нужно делать. Okay. And whether we're in the United States or whether we're in Russia, the way in which this disease attacked us, the way our political leaders behaved, what we had to do to protect ourselves, it's exactly the same. Да, и сейчас, будь ты в России или в США, мы смотрим на то, как это развивается, на то, как политики с этим имеют дело, и ситуация у нас совершенно одинаковая у всех. You know, I don't like saying anything bad about my country because I love my country, but I mean, you've seen what our my president's been talking about in the last couple of days. Are you aware of that? Да, я не люблю критиковать свою страну, я очень люблю свою страну, не люблю плохое про нее говорить, но тем не менее, вы, наверное, слышали, что сказал наш президент, как он выступал последние несколько дней. Вы знаете, слышали Трампа? Everybody knows, right? It's not a secret, right? Not everybody. Oh, okay, so my president told the world that maybe you could fight corona by drinking or putting bleach inside your body. Да, мой президент сказал всей стране и всему миру, что, может быть, можно спастись от ковида, принимая внутрь хлорку. Or by applying ultraviolet light from the, I don't know how he was planning to get the ultraviolet light inside. You either swallow a sun lamp or put it up like some other part of your body. I mean, you know, да, и какие-то у него еще были идеи, что ультрафиолетом можно как-то изнутри человека облучать, непонятно каким образом, может быть, какие-то трубки засовывать в рот или, наоборот, с другой стороны тела. В общем, у него были какие-то интересные идеи насчет того, как лечить. So even under confinement, even under limited circumstances, even somebody like Volody, who is probably stuck in his house, we all have a job to do right now. Да, и даже несмотря на вот условия самоизоляции, на все ограничения, то, что мы должны сидеть дома, и вот даже Володя, который тоже сейчас заперт у себя дома, все мы должны как-то подумать над путями решения, и у нас есть работа, которую мы должны делать. Okay, so can we play any video, Oli? What do you think? I hope so. Okay, so you guys didn't know me in my early life, and you did not know what a loser I was. Вы меня не знали в моей молодости и, наверное, даже не подозреваете, каким я был неудачником, лузером. Okay, so I thought at one point maybe I would be a jazz trumpet player. Какое-то время я думал, что, может быть, я буду, как это называется, трубачом. And I don't want to make the glasses in your cabinet crack right now, so I won't play this. Я сейчас не хочу, чтобы у вас там стекла повылетали, поэтому я не буду играть на своей трубе громко в экран. But I failed, okay? Да, но у меня не получилось стать трубачом, профессиональным музыкантом. I wanted to be a hockey player. Я хотел стать хоккеистом. I really failed. И тоже у меня ничего не получилось. I was terrible in school. Я плохо учился в школе. Okay, so let everybody make this sign together with me out of solidarity. Loser, loser, loser. Come Да, on. вы можете все сделать такой значок из солидарности со мной, который означает loser, loser. Who's that little kid there in the middle? That's it. Come on, I want to see loser, loser, О, loser. отлично. Ага, спасибо. Okay. Thank you, Vladi. I can always count on you. Okay. Spasibo, Володя, всегда можно на вас рассчитывать. All right. And hi, Miriam. Nice to see you. Марьям появилась. Okay. So when I moved into New York City, Когда я переехал в Нью-Йорк, I moved into a very poor neighborhood. я поселился там в очень небогатом районе.
with really bad hospitals, really bad schools, really bad housing, really bad everything. И там все было плохо. Очень плохие школы, очень плохие больницы, очень плохое жилье, просто вот все из рук вон плохо. And we were fighting to do something about that. And again, loser, loser, loser. И мы что-то пытаемся с этим сделать, и у нас ничего не получается. И опять мы становимся лузерами, неудачниками, ничего не достигающими. And one day we took our cameras to a school board meeting. A lot of you have seen this videotape, but this is part of the theme of what I'm going to talk about today. I'm only going to show 3 short videos, okay? И в один прекрасный день мы взяли камеру на собрание школьного совета. Многие из вас уже видели этот отрывок, но я покажу вот сегодня буквально 3 небольших кусочка из своих работ. Okay, we had a mafia that controlled our school district. И в этой школе была мафия, вернее, не только в этой школе, а вообще в этом районе. Мафия контролировала все школы. Stole all the money. Украла все деньги. Put all their stupid, дурак, evil friends into positions in the school. Stole more money. Да, мафия назначила своих там людей, своих каких-то друзей во все руководящие должности, в совет школы. And the school board is supposed to be one of the basic building blocks of democracy. А школа должна быть таким оплотом демократии. Это, собственно, вот здание, где совершается демократия. In your neighborhood, you vote for your neighbors to run your neighborhood school. И в своем районе каждый голосует, кто будет управлять школой. Okay, it's the basic building block of democracy. Это краеугольный камень демократии. And it wasn't a democracy. These guys would have school board meetings. They would never let anybody talk. They wouldn't listen to the people. They would just vote, vote, vote. And when the people tried to talk, they had this special group of policemen called the Tactical Police Force. It's good, you know, with my new haircut here, you can actually see the scar that I got from the Tactical Police Force when they beat me up. Но на самом деле никто не слушал на этих собраниях, никаких родителей, никаких участников собрания, они просто молча голосовали за то, что им нужно было якобы проголосовать, принимали там свои какие-то решения, и даже специальный был отряд полиции, который приходил на эти собрания и избивал там несогласных. Джон говорит, вот у меня сейчас как раз короткая стрижка, там должно быть хорошо видно, какие у меня шрамы от всех столкновений с полицией остались. So nobody believed that these things were going on, and the only thing we could do was to prove it with our cameras. And so Никто не here's... верил, что такое происходит, и только с помощью камеры мы могли показать, что это действительно так. So let's see if we can show this, Oli. This is our school board meeting. Don't let the people talk. Beat them up. You know, this is what was going on in our neighborhood. John, do we show one first, right? Not the other. First one. Сейчас я попробую расшарить экран, и мы посмотрим. Так, сейчас только у меня стоит на другом. Not that one, Oli. That's the taxi drivers. The one after that. Yeah, I know. It's just like I can't skip to the next one. Так, видно, слышно? I hear it, but I don't see it. Yes, here, but I don't see it. Okay. Listen, we can talk about this instead of seeing it. I don't know what you can do, Oli. If you can figure out how to try to make it work, that'd be fine. Otherwise, we'll just talk about this. Okay? You cannot see it? No, we can't. We see frozen first image of the taxi drivers at 5 seconds in. You have to go in further than that, and you're in the right spot because I can hear the audio, but I can't see it. Oh, that's too bad. А не видно, да, никому, только слышно звук и Ная. Да, я сказала, просто на английском сказала, что замершая картинка и звук слышно так же, как в прошлый раз, Оль. А в чем проблема? Я не понимаю вот это. У нас есть ссылочка в чате. Ну, это будет, мне кажется, долго. Resume share. There it is. Okay, that's it. Okay.
But it might be frozen again, right? It might be frozen again. Give it one more shot. Let's check. If we can't make it work, we'll go without it, okay? No? Работает. Идет видео? Да, идет. Женщина кричит: по закону, по уставу у меня есть 4 минуты на выступление. Дайте мне выступить 4 минуты. Там особенно больше речей-то нет. Okay, Ellie, that's going to work for now, okay? Ага. Okay, so in this video, which some of you have seen, because I know some of you for many years, and I've been telling the same stories over and over and over. А некоторые уже видели этот кусочек работы, потому что я в своих лекциях всегда его использую. But in this meeting, we see that they don't let the parents talk. We see they beat the parents up. They beat me up. And making this videotape proved the corruption. И видео дало нам возможность показать, что происходит на этих собраниях. То есть мы видим, как людей избивают, никто их не слушает, не дают голосовать, мне тоже там досталось и так далее. То есть мы получили доказательства, что на самом деле там происходит. Okay, so and things changed, and for us it was like a miracle because we'd been working for years to try to get these changes to happen, and this was the first time that we succeeded. И после этого проблема стала решаться, ситуация стала меняться, и это было как мгновение волшебной палочки, потому что до этого мы столько времени бились, и ничего не происходило, ничего нельзя было сдвинуть с места, и вдруг после показа этого репортажа ситуация начала изменяться. Okay, this was not a life or death situation. There was some danger involved, but you know, it wasn't a life or death situation, but it showed us the power of a camera. Ну, эта ситуация пока еще не была вопросом жизни и смерти, но, тем не менее, очень наглядно показала власть камеры, что можно сделать с помощью видеокамеры. And the next videotape that we would have showed you would have been have very strong parallels to what's happening to us today, even though we shot it 40 years ago. И следующее видео, которое мы бы вам показали, оно бы говорило о том, какие параллели мы можем проследить между теперешним временем и тем, хотя то видео мы снимали много-много лет назад. Okay, so in the United States, we have different healthcare for rich people, and we have different healthcare for poor people. В Соединенных Штатах у нас здравоохранение очень отличается для бедняков и для богатых людей. And I personally had the poor people experience. И у меня, конечно, был опыт бедняка в переживании здравоохранения. In the public hospitals, not enough doctors. В общественных бесплатных больницах не хватало докторов, не хватало оборудования. No supplies. Не хватало медикаментов. All the machines broken. Все оборудование поломанное. Wait. Нужно ждать, очень долго ждать. And I knew people were dying, but I wanted to prove it. And I stayed in this hospital for week after week after week until one man came in and died in front of my cameras because of this second-class treatment. Я хотела опять же показать и доказать, что происходит, в какой плачевной ситуации находится больница и здравоохранение в целом. Я недели проводил в одной больнице, пока не привезли туда пациента, который через несколько дней перед моей камерой скончался. And we know this is going on today with this virus. И мы знаем, что сейчас происходит так и с больными ковидом тоже. Okay, it's going on in my country. Это происходит в моей стране. It goes on right across the street from my firehouse. Some of you have been to the firehouse. Across the street from the firehouse is one of the biggest homeless shelters in New York City. Это происходит у меня буквально через дорогу, потому что вот те, кто были в нашем здании DCTV, помнят, что через улицу, на другой стороне улицы у нас самое большое в Нью-Йорке, самое большое убежище для бездомных людей. Okay, we talk about social distancing as an important thing that we all have to do to protect ourselves and to protect society. Сейчас много говорят о социальной дистанции, которую необходимо держать, чтобы защитить себя от вируса. They pack them into that homeless shelter like sardines in a can.
А в этом убежище бездомные люди пакуются, как сельди в бочке. And at nighttime, the ambulances come and take them away. И по ночам приезжает скорая помощь и забирает оттуда больных. I was scared to death. Меня это напугало до смерти. Everybody think, oh, John, he's so brave, he goes to the wars and all that. I was terrified. Всем кажется, что Джон такой смелый, он все время ездит на какие-то войны, но на самом деле я был в ужасе. The second day of confinement, this guy from the homeless shelter comes across the street to the firehouse. На второй день изоляции приходит к нам, вот через дорогу переходит бездомный, приходит к нам в пожарную часть. Наше здание — это бывшая пожарная часть. Leans up against the front door, like about 6 inches away from me. Прислоняется, так сказать, облокачивается на нашу входную дверь. От меня 6 дюймов, это сколько там, 20 сантиметров, где-то 15 сантиметров. And I'm sorry because I see this little kid, but yellow stuff starts coming out his nose, out of his mouth. I mean, it's like so disgusting. Я прошу прощения, я знаю, что у нас дети перед экранами, но тем не менее у него начинает там что-то литься из носа, из ушей, и, в общем, все это так ужасно выглядит, и просто какой-то кошмар. So my neighborhood was like a petri dish. You know what I mean when I say a petri dish where you grow like viruses and fungus? That's right in the middle of my neighborhood. И знаете, у меня сейчас район, это как такая, как сказать, ферма по выращиванию вот, даже не грибов, а грибков, когда вот специальные существуют какие-то помещения, где вот эту всю заразу, если бы ее специально выращивали. And I screamed and I ran upstairs. Я закричала и убежала от него наверх. So in these times of trauma and in these times of crisis, the one thing that I've always found that empowers you and protects you is to be useful. И в такие времена, когда мы переживаем большую травму, большие кризисы, вот я по себе знаю, что нам дает силы и сопротивляться, и дает нам какую-то защиту, это когда мы делаем что-то, что полезно. So sometimes I wander into war zones, into places where they're shooting at me, where they're dropping bombs on me, where I'm walking through minefields. Иногда меня это приводило на войны, когда мне приходилось идти через минные поля и слышать бомбы, которые вокруг меня падают, и быть под обстрелом. But what protected me and what almost felt like a bulletproof vest is that I had a reason to be there, I had something to do, I had an important story to tell and to show to people. И что меня всегда защищало и давало это чувство, что я под защитой, в каком-то смысле такой пуленепробиваемый жилет, что я делал что-то, что было важно. У меня была миссия, у меня была задача, у меня была история, которую я должен был рассказать. And you know, I've walked through minefields in Vietnam. I've had bombs dropped on me in El Salvador, and I'm okay. You know, я проходил минные поля во Вьетнаме, и меня обстреливали, был под бомбежкой, работал в Сальвадоре и выжил. But this virus is a little different. Но этот вирус — это что-то другое. And my odds in fighting that enemy are not so good. И, как бы это сказать, силы мои или шансы, скорее, вот в том, чтобы успешно сражаться с этим вирусом, не так уж велики. I think you could use the word deodushka reporter, Oli. Да, можно, наверное, сказать, что я уже репортер-дедушка. Okay, so I'm in the death zone for this virus. То есть My age group puts me in the death zone. Я в зоне смерти. Вот даже просто моя возрастная группа уже меня помещает в этой ситуации в зону риска, повышенного риска. And in the past, that's never stopped me. Раньше меня это никогда не останавливало. Because I had some place that I could show my reports, whether it was public television or commercial television. Потому что у меня всегда было место, где я свои репортажи могу показать, будь то общественное телевидение или коммерческое телевидение. Okay, but I've been blacklisted twice.
но меня 2 раза заносили в черные списки. And blacklisted from public television, blacklisted from commercial television. Сначала в черные списки общественного телевидения, потом в черные списки коммерческого телевидения. And in the past years, we've been very successful getting things on cable TV and on Netflix. И в последние годы мы достаточно успешно свои документальные кино и репортажи показываем на кабельном телевидении и на Netflix. But I don't have the type of relationship like I used to have, where I push the button, they say, great, go out and kill yourself. We'll be very happy to take your program. Nobody's said that to me during this virus time. И раньше мне могли сказать, то есть у меня была такая некая кнопка, да, которую я мог нажать, и мне говорили, что окей, давай, иди на войну, делай этот свой репортаж, мы его будем счастливо показать. Сейчас у меня такой возможности нет. So I felt useless. И я себя почувствовал ненужным. And when I'm useless, I feel scared. И когда я чувствую себя ненужным, мне страшно. The only thing that I was doing that was useful is I was guarding the firehouse like a guard dog. Вот когда я себя чувствовал полезным, когда я охранял здание DCTV, как сторожевая собака. So we have all our equipment there. Там у нас полно оборудования. We have all our memories with all our programs there. Там у нас все вот воспоминания, все пленки уже отснятых программ. And we're in the middle of one of the poorest neighborhoods in New York City. И мы находимся в одном из самых бедных районов Нью-Йорка. Hundreds of homeless people, no food, no work, no money. И там вокруг очень много бездомных людей, у которых нет ни пищи, ни работы, ни денег. So the only thing useful that I was doing is I was guarding the firehouse with my hockey stick. Поэтому моя задача, которая вот была полезной, состояла в том, что я охранял здание DCTV наперевес с клюшкой хоккейной в руках. So I'm lying in bed at night, and I hear something in the building. I grab my hockey stick and I go running to just see what it is. Я спал ночью в своей постели, вдруг слышал какие-то шумы и шорохи, скакивал, хватал клюшку и бежал смотреть, что это такое. I wasn't getting much sleep. И не так уж высыпался при этом. And I did not feel that useful enough. И я не чувствовал себя достаточно полезным. But I couldn't ask anybody else to come into the firehouse because it was a dangerous place to be because of all the disease and the homeless people in the neighborhood and the physical risk. I just couldn't ask anybody else to do it. Я не мог попросить кого-то другого меня заменить, потому что это опасный район, опасная ситуация со всеми этими бездомными ребятами вокруг и вот с вирусом и так далее. I can't and I won't ask anybody to do something that I won't do. Я не могу и никогда не попрошу, и не могу попросить кого-то о чем-то, что я сам бы не сделал. And for want of a better description, I don't want to say that I'm a general, but a general cannot lead from behind. The general has to be in front. И я не могу сказать, что я генерал, да, но в каком-то смысле можно назвать меня в этой ситуации генералом, который не может послать своих солдат туда, куда сам бы не пошел. But we began thinking, okay, how can we be useful during this time? How can our organization be useful? What can we do when we're not even allowed to go on the streets? Но мы начали думать в своей команде, что мы можем сейчас сделать полезного в это время опасное, когда мы не можем делать нашу обычную работу, мы не можем даже пойти на улицы, потому что тоже это опасно. And so what we did is we put all our activities online. Every single thing that DCTV does now, we do remotely. И что мы сделали? Мы переместили все свои мероприятия, все свои активности в онлайн-пространство. Все, что сейчас делает DCTV, все мы делаем на удаленке. So all our classes все наши занятия are available to any of you. Free of charge. Каждому из вас бесплатно. Okay, and if you're stuck wherever you're stuck and you want to climb on board and learn how to edit, Volody, you probably know everything that you need to know, but we have classes in After Effects. We have all the classes that we were teaching before are online, and it's either free or a sliding scale. If somebody has money, we say give us a donation. If you don't, the class is free.
И сейчас все наши занятия, собственно, все, что мы проводили до этого, мы продолжаем проводить, но сейчас у нас они либо бесплатные, либо вот по такой гибкой шкале, то есть мы просим о пожертвовании. Если человек говорит, что у меня нет денег, то, соответственно, он может ничего не платить. И Джон говорит, что вы можете пойти на сайт DCTV, там dctvny.org, и чему-то поучиться. Там есть и монтаж, и разные постпродакшн эффекты. Вот Володя, Джон сказал, может быть, уже и так все умеет, но, может быть, тоже найдет что-то полезное для себя. В общем, посмотрите. Okay. And we're doing all our productions remotely. You guys had Matt and Jeff on last week. I don't know who participated in that conversation, but they're making a nationally broadcasted news show completely remotely. Nobody sees anybody else on the team. И на удаленке работают наши репортеры. Я не знаю, кто был на встрече с Мэттом и Джеффом на прошлой неделе. Вот как раз они не демонстрировали, но рассказывали о своей работе. Они сейчас полностью удаленно производят репортажи, которые на общенациональном уровне транслируются. But most exciting is our youth program. Но самое увлекательное у нас — это молодежная программа. And we teach high school students how to make Мы films. обучаем школьников старших классов. And before this virus, they came in the afternoon and on the weekends to DCTV to learn how to make films. И до ситуации с вирусом они приходили в DCTV каждое там, вечернее время, послеобеденное время и в выходные, чтобы заниматься. Okay, these kids come from poor families. И все эти ребята у нас выходцы из бедных семей. They live in tiny apartments. Живут в очень тесных квартирках. Their parents were the first people, if their parents had jobs, were the first people to lose their jobs. И их родители в основном работают на тех работах, то есть если вообще у них есть работа, то они были первые кандидаты на вылет вот в эту ситуацию. The ones that have parents with jobs, the parents have the most dangerous jobs in the city. А те, у кого работа осталась, им сейчас приходится работать на самых опасных точках, на самых опасных должностях. Nurses' aides. Это медсестры, например. Policemen. Полицейские. Metro drivers. В метро, вожатые вагонов. All out in the streets with people that are sick, cleaning up the hospitals and bringing all that stuff back into a little tiny crowded apartment. These are the families of these kids. Им все время приходится выходить на улицу, общаться с другими людьми, общаться с множеством количеством посторонних, и все это приносить на себе в свои тесные квартирки, общаясь со всей семьей и с детьми. And the first week, the kids were terrified. И в первую неделю ребята были очень напуганы. Their friends were getting sick. Some of their friends were dying. Они уже слышали, что кто-то заболел, кто-то из их друзей заболел, кто-то уже умирает. They don't have big refrigerators, so they can't go shopping. They don't have dachas, so they can't escape to the countryside. They're right in the middle of everything, and they were extremely frightened. И у них нет огромных холодильников, чтобы забить их продуктами загодя и на долгое время. У них нет дач, куда можно было бы уехать и там переждать опасный период. Поэтому все были в ужасе. So the first week, all we did was just support them and counsel them and give them advice and create a safe space where they could meet online with their friends and with our staff and with counselors. И в первой неделе мы старались их как можно эффективнее поддержать. У нас были консультации, мы с ними разговаривали, мы как-то оказывали им поддержку и старались для них создать безопасное пространство, где они могли бы работать, где они могли бы общаться и общаться в том числе и с консультантами. But last week I met with all of them just like I'm meeting with you. А на прошлой неделе мы сделали такую общую встречу, вот очень похожую на нашу сегодняшнюю. And we talked about journalism, reporting during a time of extreme trauma. И мы беседовали на тему журналистики, какой должна быть журналистика и что делает журналистика во времена кризиса, во времена травмы. And I talked about past crises that we've had in the United States.
И я говорила о прошлых кризисах, которые пережили мы в Соединенных Штатах. So back in, I'm trying to figure this one, back in the late 70s, we had an economic crisis in the United States when Jimmy Carter was the president. В конце 70-х годов, когда Джимми Картер был президентом США, мы тоже пережили очень серьезный экономический кризис. And my family lost everything in that crisis. Моя семья потеряла все во времена этого кризиса. Okay. All the savings, все накопления, all the pensions, all the insurance. Все пенсии, все страховки пропали. We lost everything except our house because the banks came to take our house away. Мы все потеряли, кроме нашего дома, потому что когда из банка пришли забирать наш дом, and my mother went into the court and looked the bankers in the eye and said, "You've taken everything our family has ever worked for, every penny that we ever had. Now you're coming from my house, and you will never get it, only over my dead body." Yeah, we should know your mom. Моя мама встретилась с этим человеком, ну, то есть встретила этого человека, который пришел из банка забирать дом, вот так на него посмотрела, как Джон изобразил, и надо знать еще его маму, и она ему очень серьезно сказала, что вы все уже у нас забрали, все, на что работали мы все эти годы, на что моя семья копила, и теперь вы пришли забрать наш дом, так вот я вам скажу, вы его заберете только через мой труп. So during this crisis, families like my family, millions of them lost everything. The banks lost nothing. Okay? Во времена того кризиса очень многие семьи, так же как и моя, потеряли все, что у них было. При этом банки не потеряли ничего. And in the past 12 years, we've had 2 new fiscal crises. We've had the small savings and loan banks all got wiped out, and the big banks got richer and stronger. И за последние 12 лет у нас еще было 2 кризиса, когда были, например, кризисы банковские с займами, маленькие банки разорились, да, крупные банки стали еще крупнее и богаче. And in the last fiscal crisis, all the small banks, whatever survived, they got wiped out. The big banks got bigger and stronger. Wall Street got bailed out. All the people that had the money and the power to begin with got more money and power, and all the people that had nothing got more nothing. И последний финансовый кризис, те маленькие банки, которые еще до этого не погибли, они таки погибли, их просто смели с лица земли. Уолл-стрит раздал какие-то беспроцентные кредиты или займы тем, кто и так уже был богат, а у тех, у кого не было ничего, то стало еще больше ничего. То есть так ничего и не получили. And we see this all over the world when these crises happen. It's just another opportunity to reconcentrate the wealth, but more importantly, to reconcentrate the opportunities. You know, listen, I don't think that if somebody has 3 cars, we go and we take those cars away from them. No, let them have their cars. Я сейчас вижу, что это происходит по всему миру, и это, в принципе, по одной и той же схеме развивается. То есть такая еще более сильная концентрация средств у тех, у кого они уже есть. То есть богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. I can't do anything about it right now. I'm sorry. In the middle of a light, what's happening? The car key's upstairs someplace. It's upstairs someplace. It's definitely upstairs. I can't do anything about it. Sorry, there's a delivery coming and the gate's locked, and we don't know where the key is. Sorry. Do you want to take a break and I'll try to show more videos? You could, but I mean, I know where this key is, and if they don't find it in like the next 30 seconds, I'm Джону пришла доставка, они не могут, мам не может открыть ворота, потому что где только он знает, лежат ключи от ворот. And I'm getting to the most dramatic point of what I'm trying to say. So if once I say this, then maybe I'll go look for the key. Джон как раз добирается к кульминации своего рассказа, и потом, может быть, мы его можем отпустить на пару минут. And we see it in this crisis. We see that in the United States, they're bailing out the big airline companies. They have this like really crazy program for small businesses, but only this part of the small businesses is going to get help, and the rest of the small businesses are all going to collapse.
Да, и в ходе этого кризиса мы тоже видим, что правительство дает, например, большую финансовую поддержку крупным авиакомпаниям, и вроде бы провозглашается какая-то хорошая программа по поддержке малого бизнеса, но мы знаем, что по факту только очень небольшое количество малого бизнеса получит эту поддержку, а, скорее всего, большинству придется умереть. So I was talking to the kids and I said, you're in your little apartments. Your parents are risking their lives every day. You have friends that are dying. They've closed all your schools. And when this reopens, it's going to be worse than before. И я собрала своих ребят и сказала: слушайте, вот вы живете сейчас заперты в своих маленьких квартирках, родители рискуют жизнью, продолжая работать, школы ваши закрыты, вирус очень опасен, и когда школы опять откроют, скорее всего, ситуация будет хуже, чем до этого. And I'm a dedushka cameraman. И я вот дедушка с камерой в руках. And it's not easy for me to fight the way I used to fight. И, конечно, очень нелегко также бороться, так как я боролся в молодости. But if you kids want to change this world, Но если вы, ребята, хотите изменить мир, and if you kids don't want to accept this, and you want to fight for something better, and you want to help all of us, yourselves and everybody else in the country, you have a weapon. но если вы не хотите смиряться с ситуацией, если вы не хотите, чтобы она оставалась такой плохой, и вы хотите помочь людям, хотите что-то изменить, я знаю, что у вас есть оружие, это ваша камера. Okay, and this is your weapon. You have a camera. Да, это ваше оружие, ваше орудие, это ваша камера. And you can tell your story, and it can be part of what we need in order to change things and make them better. People never hear from kids like you. И вы можете действительно рассказать свою историю, историю своей жизни, потому что очень редко люди вообще получают такие репортажи, они ничего не знают о жизни таких, как вы. И это ваше вот изменение, которое вы можете производить. And all we see are the same politicians on TV hour after hour telling us the same crap over and over. We need to hear from you. И все, что мы видим по телевизору, это одни и те же политики, которые повторяют одни и те же вещи. А что нам действительно нужно, это получить репортажи о жизни таких, как вы. And I asked each one of them to tell me the story of their families. And it makes your hair, I don't have a lot of hair, but it makes your hair stand up when you listen to what these kids are going through. И я попросила каждого рассказать, или точнее показать историю своей семьи, о том, как они живут. И у меня не так уж много волос осталось, но вот там реально были такие истории, которые заставляли остатки моих волос становиться дыбом. So now they're all making diaries with their phones, life under corona. И сейчас все они с помощью своих мобильных телефонов снимают кино, каждый свое, жизнь при короне. And they went from feeling helpless, И они прошли этот путь от ощущения беспомощности, useless, бесполезности and endangered, и опасности to being strong, powerful, and important. к ощущению того, что у тебя есть сила, у тебя есть какая-то власть или мощь, да, и есть важность. And they're not traumatized anymore. И они уже не травмированы. And I'm not traumatized, and I don't feel useless anymore because of what they're doing. И я не чувствую себя травмированным, я сейчас себя чувствую полезным, то есть не таким бесполезным, как до этого. So Olga's a famous psychologist. Джон про меня говорит, Ольга известный психолог. And she talks a lot about journalists subjected to trauma and how to treat them and what they should be doing. И она много разговаривает как раз вот на тему журналистов, которые переживают разные стрессы, что нужно в этих случаях делать. And I say if we do our job, it's one of the greatest protections against being traumatized, even in traumatic situations. Мой ответ на травматической ситуации — это то, что если у нас есть что-то полезное, что мы можем делать, это нас защищает от травматизации. And this goes for common citizens too. I mean, I see people here who I know who are not necessarily journalists.
И это относится к просто гражданам тоже. То есть я здесь вижу людей, которые собрались, которые не являются журналистами профессиональными. But I know about your lives and some of the challenges that you face. Но я знаю про некоторые жизни кого-то из вас, да, и есть те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. So I'm always inspired by the way in which you fight. Это всегда дает мне вдохновение, когда я вижу, как вы боретесь. And I think other people would be too, and you should share it. И я считаю, что это вдохновение получит каждый, кто увидит ваши репортажи и ваши съемки, и поэтому я призываю вас ими делиться. So everybody here, you know, instead of doing like the dumb things like I'm doing, learning how to use my nunchucks and things like that, there's other things that we could do and be really, really useful. Поэтому помните, что кроме того, что вот мы можем делать какие-то дурацкие вещи, как я вот здесь сижу и вращаю свои нунчаки, в то же время можно делать серьезные, полезные, действительно важные вещи. So Volodya, for example. Да, вот Володю, например, возьмем. Okay, in times of crises like this, people with disabilities get sacrificed. Обычно во времена кризисов, как сейчас, люди с инвалидностью, они вот первыми попадают под удар. In the United States, when we had Hurricane Katrina, В Соединенных Штатах, когда был ураган Катрина, Tatiana knows this, Таня they знает, потому что там была, left the people with disabilities behind to die. людей с инвалидностью фактически оставили погибать. And the story, how all of us deal with this situation, helps us be stronger collectively and helps us make things better so that we don't suffer the next time something comes around like this. И когда мы делимся историями о том, как мы преодолеваем время этого кризиса, это у нас формирует такой коллективный иммунитет, может быть, и в следующий кризис поможет нам, опять же, его с меньшими последствиями преодолеть. So I went from, in this particular crisis, from being useless and traumatized to feeling like we're doing something pretty useful. И я вот в этот период этого уже кризиса тоже прожил спектр, такой прошел путь от ощущения беспомощности и бесполезности к пониманию того, что мы можем сделать что-то полезное, и мы это делаем, и это вдохновляет и дает силу. And it's why I wanted to talk with you, to share this and to find out what you guys are doing, because every time we hear another story of another individual, another family, another group doing something, we're all stronger. Да, и поэтому я хотела с вами поговорить и услышать от вас то есть поделиться своими находками и услышать от вас тоже, что вы делаете, как вы живете в этот кризис, как вы его преодолеваете, потому что когда мы все этим делимся друг с другом, мы все становимся сильнее. So, anybody want to tell us some interesting things that they're doing under these circumstances? Because I'd like to hear. Да, я бы хотела услышать от вас, поэтому если кто-то хочет поделиться, как вы преодолеваете кризис, как вы его проживаете, что вы делаете в это время, я с удовольствием послушаю. Коллеги, можно включать микрофоны. Таня, ты хочешь сказать? Татьяна, можно заодно вопрос задать, Джон? Да, я хотела спросить. Вот мы после встречи с Мэттом и Джеффом пытаемся людей просить снимать себя и свои жизни на телефон. Вот что посоветует... Да, Оль, что посоветует Джон? Как просто людям рассказать, опять же, по телефону дистанционно, как им нужно себя снять на телефон? So Tatiana is saying that after meeting with Jeff and Matt, their TV station and their reporters trying to coach people how to make self-reports about their lives, and you know, they incorporate it into their reports. Do you have a sort of short advice or, I don't know, recommendation how to teach people who are not journalists to make good reports, useful reports?
You're muted, I'm afraid. Okay. So most of the time, you see this in the form of selfies, okay? And the phone's here like this, and the person saying, I'm here at night at bed, and I had a terrible day today. Чаще всего мы это видим в форме селфи, да, когда человек вот так близко держит телефон, и он говорит, вот я там лег спать, сегодня у меня был очень трудный день, я очень устал. Okay. The reality is nobody wants to look at this for more than 30 seconds, okay? В реальности никто больше 30 секунд не хочет наблюдать вот за лицом на селфи, да? And in the same way, when we used to have our seminars, we were always talking about looking for cutaways, doing things instead of saying things. И так же, как мы на всех остальных своих семинарах и классах учим репортеров снимать так, чтобы были сняты перебивки, да, на что ты можешь сделать монтаж, включить как бы в повествование. Besides cutaways, what was the second thing? Doing things instead of just saying things. Yeah, thanks. И что-то делать, да, во время рассказа. Не просто рассказывать, что ты делаешь, а демонстрировать, как ты это делаешь. I have no food in my refrigerator. У меня нет еды в холодильнике. You know, show the no food in the refrigerator, okay? Don't just sit there and talk. Открыл холодильник, показал, что там пустые полки. My sister has to work as a nurse's aide. Моя сестра должна работать медсестрой. When she comes home from work, we are terrified because of the germs that she might be bringing into the house. И когда она приходит домой с работы, мы все в ужасе, потому что потенциально она может принести на себе вот этих всех вирусов. I would shoot it both ways. I would talk about it, but I would show it too. And so when the sister comes home, sis, what did you do today? Did you see anything that was scary? Can you tell us what happened today? Talk about your clothes. Where have those clothes been? Are we in any danger? Are you in any danger? And involve other people in. Я бы это показал тоже двояко. То есть, с одной стороны, об этом можно поговорить на камеру, с другой стороны, обязательно что-то показать. То есть, вот сестра пришла домой, мы ее снимаем, сказать привет, вот ты пришла с работы, какие у тебя сегодня были ситуации, были что-то опасное, видела ли ты что-то страшное, в каких передрягах ты сегодня побывала, а вот на твоей одежде, может быть, она потенциально заражена, что мы с этим можем сделать? This is my situation, but I have a friend in Dagestan named Miriam. I wonder what she's doing. Да, но это моя ситуация. У нас есть подруга в Дагестане, Марьям, и нам интересно, что она делает в этот период. Okay. And have Miriam, will you please send me something about what's going on in your life, because I want to put that into my report. Да, Марьям, пиши, пожалуйста, что-нибудь из своей жизни, то, что я могу включить в свой репортаж. Я хочу включить в свой репортаж. Okay. Ramadan is basically going on in Dagestan, so streets are even emptier than they usually are. Сейчас в Дагестане отмечают Рамадан, и улицы даже более пустынные, чем до этого. So there's been a big controversy in the United States over whether they would allow people to go to the mosques during Ramadan. Да, в Соединенных Штатах очень большое обсуждение вызвал вопрос, надо ли людям позволить ходить сейчас в мечети во время Рамадана, или нельзя это делать. Let's say Miriam wants to do something like that, okay? Представим, что Марьям хочет she wants to make a report about that. Что-то такое, да, пойти в мечеть и снять репортаж там. She's going to talk to her mother, she's going to talk to her father, she's going to get all their opinions, whether they should be allowed to go to the mosque or not. Тогда Марьям будет разговаривать с мамой, разговаривать с папой, записывать эти свои разговоры, потому что нужно задокументировать, что она у всех спросила их мнение. She's going to call her uncle on the phone, who insists that he must go to the mosque, and he's going to be talking to her about this. Позвонить дяде, например, который считает, что обязательно в Рамадан нужно сходить в мечеть, и никак нельзя это пропустить, и пусть он свои аргументы приведет на камеру. She's going to call the imam and talk to him about this.
позвонит имаму и спросит его мнение по этому вопросу. And the person from the hospital who has to treat the people who get sick. И, может быть, доктору, который работает в местной больнице и лечит заболевших людей. You can do those things, but sometimes maybe you just do the story of what your family is doing at this particular time. И можно все это снять, а можно просто внутри семьи рассказать историю, как вот одна конкретная семья переживает этот кризисный период. So there's something that we can do, and Sergey, for example, could write 3 songs about life under Corona. И, наверное, у каждого есть какое-то дело, которое он может сделать в этот период. Например, Сергей мог бы написать 3 новые песни, посвященные коронавирусу. And he's smart. И Сергей умный. And I'm going to want to listen to them. И я с удовольствием послушаю те новые песни, которые вы сочините. If you can't go anywhere and you can't do something with a camera, I know somebody who's a very good animator. И если вы не можете никуда пойти и снять что-то вот на улице, я знаю человека, который очень хорошо делает анимации. And he lives in Krasnoyarsk. Он живет в Красноярске. I don't know who I'm talking about. Да, вы, наверное, догадались, кого я имею в виду. Yeah, but Volodya's perspective on his life now and what have changed. Maybe his life hasn't changed. Maybe we are experiencing the life that he has to deal with every day because we have greater mobility than him under normal circumstances. Now it's an opportunity for us to think about the courage and the ingenuity that he has. И очень интересно, на самом деле, посмотреть вот историю Володи, как жизнь изменилась в этот период, а может быть, она как раз и не изменилась, и в каком-то смысле мы сейчас, наоборот, познали вот ту жизнь людей, которые вынуждены, скажем, проводить большую часть времени дома и так далее. Тут могут быть какие-то очень интересные тоже инсайты. There are questions from the audience. I'm listening. Okay, good. Inaya, do you want to... Девочки просят просто разрешить им вопросы, и, конечно же, пусть они включаются. A little question for me. Я хотела уточнить, вот я знаю, что очень много сокращений именно журналистов в Америке, по крайней мере, по данным, которые я готовила статью на сегодня, более 33 тысяч журналистов уволены или сокращены. И вопрос к Джону, как он думает, как удержать журналистам свое место, да, какие навыки развивать, потому что у журналистов ведь разные направления. Кто-то, да, работает с текстами, кто-то с видео, и какой навык сейчас лучше всего развивать журналистам для того, чтобы быть востребованными, ну, и не потерять свое место. И вопросы, если, ребята, если есть вопросы, пожалуйста, вы можете либо их текстом написать, либо включайте микрофон. Сейчас Джон ответит. Okay, John, there's a question from Inaya. She read and she translated into Russian an article, recent article that says that more than 33,000 reporters in the United States have been cut off, lost their jobs. And what's your advice? What do you think about what type of skills are in demand right now? What reporters can do to keep their jobs? Is there any... It's a serious situation because it sort of increases the darkness. Но это очень серьезная ситуация, она, конечно, нагнетает больше вот тьмы, как бы, и неизвестности. And it's compounded by our president attacking the press every И она day. ухудшается, потому что наш президент тоже все время атакует прессу и давит на нее. So there has been a rise in internet-based journalism. Can you say again? It was like There's been an increase in internet-based journalism. И сейчас интернет-журналистика, наоборот, переживает подъем. It is not going to replace in numbers the number of reporters who have lost their jobs from traditional organizations. It's not going to happen. И, к сожалению, не получится так, что это компенсирует, ну, то есть цифры несравнимые, большее количество репортеров теряют работу, да, вот этот пик интереса к интернет-журналистике, он не покроет эти потери.
But organizations like Axios that Matt and Jeff are working for, Huffington Post, Politico, BuzzFeed, these are all new organizations in the past few years that have risen up, only present themselves on the internet and are doing okay. Но такие организации, как Axios, вот, где работают Мэтт и Джефф, BuzzFeed, Political, Huffington Post, те, которые работают только в интернете и свою продукцию, так сказать, дают людям только в интернете, они, в принципе, неплохо существуют и выживают. As local news sources have died, gone out of business, or been crushed, there is still a need for hyper-local news. И вот, несмотря на кризис, который сейчас переживают крупные организации, сейчас повышенная потребность существует таким гиперлокальным новостям. So, for example, they have all these mothers networks in which all mothers in the same school are trading news and trading bicycles and everything else like that. They've figured out a way to fill the vacuum. Наверное, вот можно сказать, родительские чаты перевести это. То есть есть некие сети, да, где мамы детей обмениваются новостями, там, обмениваются велосипедами и какой-то информацией. И сейчас вот они как-то тоже решают для себя вопрос, где брать нужную информацию. So how you support yourself within those economic structures is a really difficult question. Вопрос, как себя экономически поддержать, как выжить экономически в этой очень тяжелой кризисной ситуации, это действительно серьезный вопрос. And I think this is evolving, and there will be some people who figure it out. Listen, however many years ago, there was nothing like Facebook. Jeff Zuckerberg is one of the richest people in the world right now. Да, но на самом деле какие-то пару десятков лет назад никто не слышал про такие вещи, как Facebook, да, Марк Цукерберг сейчас один из самых богатых людей мира. And when we started out with our little black and white cameras, you know, I was delivering newspapers and parking cars in order to pay the rent. И когда мы начинали со своими черно-белыми камерами, с съемками на черно-белую камеру, я, например, разносил газеты и занимался парковкой машин, просто чтобы себе как-то на жизнь заработать. So, you know, I'm not smart enough to really know the answer to your question, other than to say that somewhere out there, there's an answer, and some people are going to find it. If you love this type of work and you understand its importance, you'll figure out a way to do it, even if you have to wait on tables in order to pay your rent, and do this on the side. And eventually you'll do something that's so important and so great that you can't be ignored. And all of a sudden everything will fall into place. It won't happen for everybody, but it could happen for you. Да, я не могу сказать, что я такой умный, что я знаю ответ на этот вопрос, да, единственно верный, но я верю в то, что человек, который реально хочет заниматься журналистикой, который горит тем, что делает, он как-то найдет способ быть полезным, быть нужным, опять же, да, даже если для этого придется поработать, может быть, официантом или делать свои репортажи где-то там украдкой в углу скамейки, но тем не менее, если есть такая страсть и энтузиазм, то я верю, что такие люди пробьются. Опять же, не все, да, но кто-то все-таки найдет какое-то решение. У нас есть вопрос от Лены Хановой, и Лена Демидова хотела тоже высказаться по поводу кино. Давайте с Леной Хановой начнем. Она пишет, что она является инвалидом. К сожалению, дальше не могу прочитать, не успеваю. Все, вижу. Лен, если голосом можете озвучить, присоединяйтесь. Если нет, я могу прочитать. Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. Да, здравствуйте. Мой вопрос следующий. Я сама являюсь инвалидом и, так скажем, знаю эту проблему изнутри, и я сталкиваюсь с тем, что многие мои знакомые тоже с инвалидностью не могут получить образование, потому что они сидят дома, они не могут никуда поступить, они с трудом выпускаются из школы, потому что даже какие-то там проблемы с ТК возникают на определенных этапах. И я пыталась как-то в своих там статьях на разных платформах, на городском сайте я писала, на таких более-менее общероссийских затрагивать эту тему, но я вижу, что
ну, как бы никаких изменений особо не происходит, и, в принципе, это во всех странах большая проблема для людей с инвалидностью. Вот как бы вы этот вопрос уже с высоты своего опыта обозревали, каким бы образом, ну, попытались привлечь к нему внимание, потому что сейчас у меня это не получается. И второй вопрос, бывало ли у вас такое, что когда вы уже нашли свое место в профессии, вы видели, что результат вашей работы вас, может быть, не совсем устраивает, как вы с этим работали и как вы, так скажем, доводили до идеала свою работу, потому что, наверное, все равно бывают какие-то такие моменты сомнений. John, there are two questions from Lena Hanova. She says, I'm a person with disability myself, and I'm fighting to raise awareness about availability of education for people with disabilities. And it's very hard, it's very difficult, it's not going very successfully. I'm trying to attract attention to those problems with my articles, with my journalism, but I can see I'm not very successful. So from your point of view, having experience as you have, do you have any advice how we sort of attract the society's attention to the problem that people with disabilities cannot get education because they're locked in their apartments, they don't have access to certain things? And there's a second question, but we can deal with it later. So, Lena, where do you live? Лена, вы живете в каком городе? Я сама живу в Уфе, но я студентка Московского вуза, и как бы я так на 2 города. Ага. Вы как заочно, да, учите? Я добилась для себя, то есть у меня самой проблем сейчас с образованием доступным нет. Для себя я этого добилась. Да, я учусь дистанционно, хотя как бы таких условий в моем вузе не было. Вот, за что я своему вузу очень благодарна. Вот, но Высшая школа экономики. Да, я этого добилась. Вот, но у меня, например, есть подруга, и мы с ней уже там 2 года пытаемся что-то придумать, и как-то не придумывается. So Lena lives in Ufa, the city you know about. Do you know George Kabanov? Вы знаете хоккеиста Георгия Кабанова из Уфы? Нет. Я тоже не знаю. So Lena is a citizen of Ufa, but she's a student of Moscow University, which is Higher School of Economics, and for herself, she managed to, solve this problem of education. But she says, for instance, I have a friend who also tries to become a student, and we fail, and we can't come up with a solution for her problem. So Elena's fighting not for her own situation, but for others. You don't have to mute yourself, John. Okay. Keep yourself unmuted. Yeah, I think I saw Slava coming in the lower left-hand corner, but he left. Oh. I think I can read Russian enough to know what his name looks like. So he was there and he left, I think. Okay, anyway. So what's the situation with local television and local media in Ufa? So for example, if you were in Ufa, if you were in Sergei Posad and you had somebody like Tatiana there, you could document the situation of your friend. You could bring this to Tatiana, and Tatiana would put it on the TV station because she's a good, honest reporter and believes in fighting for that type of justice. But what's happening in Ufa? Да, какова ситуация в Уфе? Потому что если бы, например, вы жили в Сергиевом Посаде, то мы знаем, что можно прийти к Татьяне Борисовой, которая работает на местной телекомпании, дать ей свой репортаж, чтобы она показала его по местному телевидению и рассказала вот о проблеме. Как дело обстоит в Уфе с этим? Из тех репортажей, которые я видела на протяжении всей своей жизни, так как бы я вижу, чтобы эту тему затрагивают СМИ. Я не могу сказать, что ее не рассматривают вообще. Вот. Проблема в том, что, например, моя ситуация других людей. Людям с инвалидностью нынешние обстоятельства, когда все университеты налаживают дистанционное обучение, это самая, наверное, одна из идеальных форм обучения. Вот это нужно право, потому что понятно, что невозможно перестроить инфраструктуру за 3-4 месяца, невозможно даже за десятилетия эту инфраструктуру изменить. И как бы вот мы с подругой пытались добиться одного. Мы
Она написала вуз, я написала ребятам из этого вуза, он дистанционный, мы хотели добиться, чтобы она поступила в него. Оказалось, что она должна явиться туда лично. Через 2000 километров из Уфы в Москву на коляске, практически, извините, парализованный человек, вот, и понятно, что она этого не сделала. Дистанционное, а поступление должно быть личное. Да, поступление должно быть лично. И это, в принципе, правило всех вузов. Если вы посмотрите в документации какие-то учебные уставы во всех вузах, вы увидите, что создаются условия на базе университета. Там, на первом этаже, на третьем, на четвертом, на минус первом, на каком-то этаже создаются условия для поступления. Но для нетранспортабельных людей это не вариант. То есть я сама была в свое время нетранспортабельной, так скажем, и я себе с трудом представляю, если вот меня там возили туда-сюда в какие-то разные места, это очень тяжело. И если, я, например, во время этого, так скажем, карантина пишу статью, я собрала материал, как раз-таки затрагивающий дистанционно. Я слишком долго говорю, извините. Да, я хотела, чтобы мы... Да, вот. Я хотела написать статью о том, чтобы изменилась эта ситуация именно с подачей документов. Потому что если человек может подать документы дистанционно, поступить дистанционно, то уже многое очень изменит. Там уже есть возможности для индивидуального плана. Вы начали просто говорить, что как местные реагируют. Извините. И как они... Вы говорите, что подача какова? Что... Подача такова, что да, есть проблема, как во всех СМИ это освещается, но, в принципе, ситуация же, она не меняется. Yeah, the problem is just, sorry for talking for too long, John. The journalists sort of know about the problem and they cover it in their reports, but not specifically in the angle that we need. The problem is, especially now, since many universities are switching to online distant education, it's sort of a good situation for people with disabilities because that's what they need. The problem is whatever, rigid or how to say that you can be on remote studies, but you have to enter the university being physically present. Like to apply to the university, you have to visit them physically, and UFI is 1,000 kilometers from Moscow, and especially if a person is in a wheelchair or immobile, that's impossible. So she cannot become a student. Her friend, Lena's friend, cannot become a student just simply because she cannot come, and they're trying to fight with that, and Lena's writing articles, but so far it hasn't been. So let's do some guerrilla warfare. First of all, in our grid now, right? Who is, there's Tatiana, there's Volodya, there is the administrator. Who's below the administrator, Oli? Anastasia. We might have a different order of people. Okay. Anyway, I'm trying to figure out who that's that. Hi, Anastasia. There's somebody else in that line in my grid, but I don't know. All right. Victoria from АНРИ-Медиа. Да, Джон говорит, давайте партизанскую борьбу сейчас разовьем. So what we used to do in the old days, because we had no access to, there was cable television had not been invented. We didn't have access to local news, we didn't have access to national news, we didn't have access to anything. Okay? Когда мы начинали, у нас тоже была похожая проблема, потому что у нас не было доступа, не было выхода ни на национальное телевидение, ни на какое телевидение, ни на общественное, ни на коммерческое, ни на кабельное, никакое. Is that we made our films. And I'm picking up my laptop because now you have your films on the laptop. And we carried the laptop, for example, into the offices of the administrators of the college. И сейчас можно просто взять свой ноутбук, лэптоп, да, и понести к администрации того или иного университета или колледжа. And показать прямо там. On this laptop is a 3-minute film of your friend demonstrating how smart your friend is, the score that your friend has on the exams, and the unfairness of the discrimination. Okay? И на этом лэптопе у вас уже готов фильм к показу, всего там 3 минуты, какой-то очень небольшой, на который рассказывает про то, какая замечательная студентка, ваша подруга, какие у нее классные оценки, какая она умная, какая она хорошая, и как необходимо ей стать студентом вот этого вуза.
We found that when we were showing our films on the street as an organizing tool, the longest they could be would be 1.5 minutes. They had to be 90 seconds. Мы опытным путем определили, когда мы показывали еще свои ранние репортажи на улицах Нью-Йорка, опытным путем выяснили, что 1,5 минуты — это оптимальная длина для репортажа. То есть внимание человека удерживается где-то 90 секунд. Okay. You don't have to We get your film. have like 9 minutes left. Okay, so what I'm saying is that you don't have to get your film on any place, okay? You just have to make the film and you have to confront somebody with it, okay? Ну, то есть идея состоит в том, что сейчас не нужно нести как бы репортаж на какое-то конкретное телевидение. Главное его сделать и потом уже распространять своими способами, да, или просто вот быть способным показать. So that's what I would suggest in your particular case. Make the film, bring it to the college, shove it in their face. Я бы вот в вашем случае, ну, свои методы бы предложил, да, чтобы сделать какое-то короткое кино, снять его, да, приготовить, смонтировать и просто им показать физически его. Okay. Other question? Yeah, we have to wrap up, да? Нам надо закругляться. Да, вопрос. Можно мы разместить ссылку? Да. Можно прям давно просила. Сейчас она задаст вопрос. Я просто хочу сказать, что у нас осталось вот 9 минут. Нам нужно предоставить эту площадку следующим выступающим. Вот. Давайте тогда Лену послушаем и, ну, наверное, уже поблагодарим, да, Джона? Before Elena, the documentary filmmaker, you met her in Moscow when we had a seminar for documentary filmmakers. Can we publish the link to your materials that we prepared, right? Sure, that's a good idea. So people can watch later. Да, мы можем опубликовать ссылку. Я там в первом комментарии написала русский перевод, но там такие диалоги, которые, в принципе, и так понятно. И мы тогда вышлем, Иная, да? Ты сможешь послать? Да, я смогу в группе сделать. Для журналистов и не только. Спасибо. Okay, спасибо. Okay. So the other thing is, if you hunt around within the media, you'll find someplace a friend. Okay. So whether it's Tatiana, whether it's Slava Fetisov, somebody has their own show that they control and they have courage, and you'll be able to get your program on the air. Да, ну и второй совет, наверное, может быть таким, что если как бы спрашивать вокруг, можно найти людей, которые знают людей, или подружиться вот с журналистами. Вот вы познакомились с Татьяной, тут у нас вроде бы, Джон говорит, мелькнул, появлялся Вячеслав Александрович Фетисов, у которого свое шоу на телевидении. То есть как-то задружиться, да, привлечь внимание к своему репортажу и попробовать этот репортаж распространить. Okay, let's hear from Елена, and we'll probably... Я вообще коротко, я хочу сказать огромное спасибо Джону. Во-первых, в 2005 году, когда я училась в Интерньюз на курсах у Марины Разбежкиной, если он помнит, он приезжал к нам в Интерньюз, и был его большой мастер-класс, и тогда это для нас был такой пример человека с камерой, который у нас тогда очень важным для нас был. Lena wants to say a huge thank you to you because in 2005, when she was studying at Internews Documentary School by Marina Razbeshkina, you had a seminar there, and she appreciated your knowledge and your experience, and the fact that you sort of symbolize the man with a camera, which was very important then and now. Вот. А второе, что я хотела сказать, это к вопросу о том, что мы делаем и как. Я все-таки не совсем журналист, я режиссер, но я могу сказать про себя и своих товарищей. Вот у меня сейчас идут съемки большого кино, моя героиня в другом месте, соответственно, мы перешли на скринлайф, то, что называют Бекмамбетов, и я думаю, что там тоже свои драмы, и мне кажется, это будет важный эпизод фильма. And also sort of echoing your question, how we survive right now. I'm not exactly a journalist. I'm a filmmaker. I'm a director, a film director, and we're now working on a big movie. And we also, because of this isolation thing, virus situation, we have to do parts remotely. And I think it's a very
maybe a very interesting part of our movie, how we do sort of screen life of our character remotely. И сейчас мы запускаем такой курс iMovie, когда будем как раз с ребятами, с молодыми ребятами предлагать им снимать жизнь вокруг себя, вот то, про что говорил Джон, и делать маленькие фильмы, которые, в общем-то, все равно кино, и будем потом представлять их на фестивале. Мне кажется, это очень важно. And we're launching a similar project that you talked about, encouraging young people to film lives around themselves, making videos about their lives on iPhones. It's called iMovie. And yes, I agree, it's very important to encourage them, to empower them with a camera. And we're going to promote their movies on different festivals and otherwise. И последнее, что хотел сказать, я помню, что вот Джон сегодня рассказывал про то, как он разговаривал с учениками и просил их снимать себя. Ну, в общем, будет интересно посмотреть, сможем ли мы когда-то это увидеть и как. And also, when you talked about your program, how kids are making films about their own lives, do you think we'll be ever able to see those? Will you be able to share it? Yeah, we don't make these to keep them in the closet. We make them to be seen by people. And, you know, the kids are nervous because I'm pushing them very hard. But absolutely, we're looking forward to sharing it with you. Да, мы на самом деле делаем эти кино, конечно, для того, чтобы их на полочке хранить, и для того, чтобы другим показывать. И ребята очень нервничают, потому что я с ними весьма строг. Но да, когда они будут готовы, мы с удовольствием им поделимся. Volodya, you want to say anything to us before we go? Да, Володя хочет что-то сказать, Тамара, прежде чем мы разойдемся. Так, у вас отключен микрофон, если вы говорите. Probably takes time for... Ага, всем здравствуйте, Володя тут вот дописывает сейчас маленечко в чат. Yeah, Volodya is finishing his question to the chat, but it takes time. Okay. Написал немножко, не дописал. Джон, спасибо за проект, самый лучший в моей жизни. He didn't finish, but he wanted to say, John, thank you for the project. It's the best project in my life. Oh, well, he's one of the best participants that we've ever had in, geez, almost 50 years that I'm doing this. So, Володя самый лучший, один из самых лучших участников, которые у нас вообще когда-либо были в каком-либо проекте за 50 лет существования. Да, я тоже сама узнала его с другой стороны, вот в связи с этим проектом. Сколько он открылся для меня по-новому. И вам огромное спасибо. And thank you very much from Tamara, because she says, I've never known some talents that Volodya had before the project. So he opened up in a new way to his own mother as well. So thank you. So this is going to be sort of interesting. In the beginning, we were practicing making the loser symbol for me, right? And now we need the V for victory symbol for Volodya. Давайте закольцуем. Volodya, this is all for you. В начале нашей беседы мы все показывали L, символизируя неудачи. Давайте теперь сделаем V, и это будет как Володя и как Victory, то есть победа, да, и мы покажем друг другу, что мы можем победить. And I know most of you. I would be proud to go into battle with you guys on my left side and my right side anytime. Great team. So thank you very much. Да, и вы классная команда. Я знаю большинство из вас, и я бы, не раздумывая, пошел в разведку. Справа или слева, так сказать, имея вот соратника справа или левого плеча. Спасибо большое.